Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными актуальными новостями. Вот статья в российском издательстве, касающаяся расстрела этих мобилизованных ребят, которые погибли там. По последней информации было 11 убитых, 15 раненых. Здесь в районе Белгорода была часть, полигон, и где там трое военнослужащих, оказались они таджики, и расстреляли этих, как сказать, вот, мобилизованных российских и ихнего командира, полковника. Солдатам-мусульманам не понравилось, что полковник сказал об Аллахе. Журналисты выяснили, с чего началась бойня вблизи Белгорода. Извиняюсь. Сейчас зачитаю подробнее, что здесь пишут. Причина стрельбы на полигоне в России, в поселке Салаты, в районе Белгородской области России, стало нежелание мобилизованных мусульман отправляться на войну против Украины. А непосредственным поводом слова полковника Лапина относительно Аллаха. Представляете, сам полковник русский начал, так сказать, критиковать, типа обсуждать мусульман, что, мол, говорить такие слова, оскорблять Аллаха, вот они отомстили ему за это. Сейчас, что здесь пишут подробнее. Началось все с того, что некоторые наши солдаты, дагестанец, азербайджанец и адыгеец, сказали, что это не наша война, и попытались написать рапорты о том, что они не хотят больше служить. Полковник, подполковник там правильно пишут, Андрей Лапин, когда это узнал, уже через командира роты всех собрал, начал говорить, что это священная война. Все происходило утром у плаца, там, где постранение происходило, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться. В общем, русские начали толкаться с мусульманами. Рассказал издание «Очевидец», который также получил ранение. Как отмечает этот мужчина, тоже исповедует ислам. Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война – это когда война мусульман с неверными. А Лапин сказал, что Аллах значит слабак, если он не позволяет воевать за ту страну, которой ты поклялся. Я лично думаю, что это больше всего из-за дела таджиков. Фраза «то, что Аллах слабак», фраза очень многих шокировала из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас из офицерского состава есть мусульмане и башкиры, и татары. Так, и вот дальше продолжение. После построения россияне и мусульмане продолжили конфликт. Однако потом все разошлись и все вроде бы успокоилось. А через часа полтора, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбище. И 3 таджика там были, которые на контрактной службе. Они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны и расстреляли командира нашего, это подполковника Лапина. Он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне там были контрактники мобилизованные. Так. За 2-3 минуты до того, как приступили к стрельбе, нам, мусульманам, сказали отойти в сторону, добавил он. В общем, мусульмане, говорит, отойдите, а там неверные, там этот Лапин, там этих, кто на них оскорблял, унижал, они взяли их всех расстреляли. Так, издание также приводит имена стрелков. Я помню, что стрелявших зовут Бигзот, он старший сержант, а второй Ануше, а третий младший сержант Ами. Фамилии я не помню, младший сержант Ами сбежал, а прапорщик Семенов 2 из стрелков убил. Семенов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где их там выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал происходящее, вышел, расстрелял обоих таджиков. Ами он попал в плечо, который успел убежать, подытожил раненый военнослужащий. И вот продолжение по этой теме, тут как раз эта бойня на полигоне, чем закончилась. Так, вот, у Ами, этого 3-го таджика, пуля попала в плечо, но он успел убежать. Он отстрелял проволоку, где забор, а там же, ну, как сказать, проволока была погнутая, и он убежал. Но там не было, как сказать, такого забора, и он успел вырваться, а там была насыпь. Говоря, он перешагнул и все, и скрылся, его не поймали, его сейчас ищут, он в бегах.
конкретно таджики, они были ярые сторонники, извиняюсь, своей веры, да. Постоянно ругались с русскими за то, что им не дают делать намаз вовремя. Комнату им также и не выделили молебную для намазов. И по последней информации, понимаете, стали обижать, унижать таджиков, говорят, вы там такие, знаете, русские любят оскорблять других национальностей, там и чурками называют, и как угодно, полковник их обзывал тоже. Вот они взяли автоматы и нахер их капусту всех покрошили. Здесь пишут, что Министерство обороны России заявило, что это теракт, и типа и сказала жертв 11 убитых и 16 раненых. Другие источники посчитали уже, там уже посчитали, что около 30 человек убито, конкретно уже, считая с полковником, и раненых там немерено. Вот пишет, да, вот даже начали говорить 28, потом посчитали, что 30 точно убитых. Так что вот вам, ребята, межнациональный конфликт, вот Путин объявил мобилизацию, и вот там, не дай бог попасть мусульманами, я говорю, у них другая вера, тем более там с русскими эти полковники начинают оскорблять, унижать, а у них оружие боевое в руках, автоматы. Вот они поняли, что это враги ихние, что надо вот так и покончить с этим Лапиным, чтобы, как сказать, он больше не оскорблял, не унижал граждан других национальностей, мусульман конкретно. Так что другим будет урок. Вот чем закончилось, говорю, это трагическое событие. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.